Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как просто можно приготовить вкусные конфеты на основе банана и масла. Эти конфеты часто называют банановые тянучки или ПП-ириски по причине их нежной, тянущейся текстуры. Они имеют достаточно большой срок годности, так как хранятся в морозилке и достаются в нужном количестве минут за 10-15 до потребления. Очень важно, чтобы бананы были комнатной температуры, а масло жидким. Если ингредиенты будут не комнатной температуры, выйдет съедобно, но масса неравномерно заморозится и местами кристаллизуется. А самое главное, не получится интересной, нежной, тянущейся структуры, ради которой этот рецепт, собственно говоря, и затевался. Давайте приступим. Если день не очень жаркий, растапливаю кокосовое масло до жидкого состояния в микроволновой печи. Если используете сливочное масло, его также нужно растопить до жидкого однородного состояния. Нарезаем бананы на небольшие кусочки, чтобы блендеру было легче с ними справиться. Высыпаем их в чашу блендера, выливаем масло, протеин. Протеин можно заменить на какао или сухое молоко. Хорошенько взбиваем до пюреобразного состояния. Теперь нужно вылить массу в формы. Сегодня использую силиконовые формочки. Вы можете взять силиконовые формы для кексов, пластмассовые, например, для льда, или даже железную или стеклянную формы, просто потом разрежете десерт на порционные кусочки. Для облегчения наполнения моих маленьких формочек использую кулинарный мешок. Накрываю пищевой пленкой, приминаю рукой, чтобы немного утрамбовать будущие конфеты, и отправляю в морозилку до полного застывания. В зависимости от мощности морозилки и размера конфет, время застывания может длиться от часа до нескольких. У меня прошло 3 часа, достаю конфеты, они легко выходят из силиконовых форм. Если у вас стеклянная, пластмассовая или железная формы, возможно, понадобится опустить дно формы в горячую воду, чтобы с легкостью достать конфеты. Посмотрите, какие симпатичные конфетки у нас получились, с нежной, тянущейся текстурой. Конфеты очень вкусные, однако шибко увлекаться ими все же не стоит, особенно людям, желающим похудеть. Но пару конфеток в день может позволить себе почти каждый условно здоровый человек. Также их можно давать детям, чья потребность в полезных жирах даже выше, чем у взрослых. Не забывайте хранить их в морозильной камере и доставать за 10-15 минут до употребления. Попробуйте приготовить конфеты по этому рецепту, пишите в комментариях, все ли получилось, понравился ли вкус, буду рада обратной связи. Желаю всем приятного аппетита, здоровья и красоты. До встречи в новых видео!